Привет, комьюнити! Сегодня я покажу одну из самых понятных и рабочих техник скальпинга. Это отскоки от плотностей. Это не грааль, это базовая логика рынка, которая подходит новичкам, ну и опытным скальперам тоже. Потому что здесь есть четкая идея, понятный риск-менеджмент и ясный сценарий. Это видео я делал 3 недели, собирал сделки. Понятное дело, что все, что я торговал, я не смог уместить в это видео, просто даже потому, что не все записывал. Но базовые принципы этой торговой техники я записал и постараюсь вас сегодня этому обучить. Поэтому ставьте лайк авансом и мы начинаем. Итак, давайте начнем нашу нудную теоретическую часть. По сути, если мы говорим про скальперскую технику на отскок, всего есть два варианта. Это когда мы торгуем откат после импульса или какого-то участника. Я тут все заранее нарисовал. Поэтому, если вам будет что-то из этого нужно, просто это дело скриншотьте и сохраняйте себе куда-нибудь на стену. Что такое откат после импульса? По сути, это такая торговля, когда мы берем какое-то коррекционное движение после резкого импульсного движения. Обычно графически это выглядит вот так вот. Чаще всего это дело называют торговлей ножей или торговлей заточек. Ну, в общем, каждый называет это по-разному, мы называем это откат после импульса. Часто такое движение зарождается где-то вот здесь внизу и резким импульсным движением выносит какой-то уровень ценовой экстремум или границ какого-то паттерна, боковика или там еще чего-то. После чего рынок разворачивается, то есть топливо заканчивается и идет какое-то коррекционное движение. Почему происходит именно так, да? Ну вот представьте себе, что для того, чтобы вызвать вот эту вот зеленую свечку в данном случае, да, нам, допустим, понадобился 1 миллион долларов. А что происходит дальше? А дальше происходит разрядка стакана, которая выглядит примерно вот так. Да? То есть здесь у нас стакан сбалансированный. Когда происходит какое-то резкое импульсное движение вниз, то есть на графике здесь оно еще не успело отрисоваться, стакан сверху разряжается, он становится пустым. И для того, чтобы толкнуть цену обратно, да, нужно уже не миллион долларов, скажем, 200 долларов, 200 тысяч долларов или 300, без разницы. Суть такая, что намного-намного меньше. То есть стакан разряжается, он становится пустым, и движение идет обратно очень резко и импульсно. Вот на следующем скриншоте у нас отобразилась свечка, видите, то есть пролив и мгновенный вкат обратно по пустому стакану. Дальше цена отлетает снова наверх, опять же не успевает отрисоваться график, и разрядка стакана теперь происходит уже снизу, да, и цена потом снова возвращается обратно к точке, откуда все это дело и началось. Почему так происходит? Потому что кто-то решает в какой-то момент очень много купить или очень много продать, причем по рынку. Он собирает все лимитные заявки в стакане, а снизу под ним образуется ям, то есть дисбаланс. Вообще сам по себе такие импульсы очень не любят всякие маркетмейкеры и корреляторы, и они очень быстро пытаются выкупить стакан обратно с учетом того, что это стоит не так много денег, как нужно было, чтобы его толкнуть в ту или иную сторону. Вот мы, скальперы, стараемся на этом и зарабатывать. Ну, конкретно сейчас мы говорим не про пробои, да, когда мы пытаемся взять именно этот импульс. Мы говорим именно об откатных движениях, то есть коррекции. Вот тут я написал специально примечание, что мы не знаем, докуда цена пойдет, то есть мы не знаем, где она остановится. Некоторые мои коллеги по цеху говорят о том, что нужно следить за лентой принтов, что-то там, кластер как-то там должен налиться, но это все вторично, понимаете? То есть инструмент может пролиться, постоять и политься еще дальше. Торговля ножей, она на самом деле очень опасная техника. Я же учу вас торговать более безопасно и логично, то есть тогда, когда мы ищем точку на вход, относительно безопасно. Итак, как такое торговать? Эффективная торговля данной неэффективности, как бы это ни звучало, возможно только при наличии какого-то крупного участника, который стоит либо против движения, это вот первый пример, или который является его инициатором. Да, то есть здесь возможно, ну то есть с первым случаем все понятно, просто стоит крупная лимитная заявка, в которой мы упираемся и отскакиваем, да, то есть здесь летают какие-то остатки стопов, отложек, чего-то там еще. В общем, происходит импульс и упираемся в крупный объем, который уже разъесть не можем, потому что, в общем-то, в самый хай уже покупать никто не хочет. Ну и дальше идет, естественно, коррекция, о которой я говорил ранее. И второй случай, вот этот вот, да, то есть тогда, когда появляется так называемая поддержка. Вот именно, что ее многие интерпретируют как поддержка, я лично считаю, что это нифига не поддержка. На фьючерсах есть стратегический стоп-лосс, мы его просто называем стоп-лосс take profit, да, он закрывает вас по рынку, будь то в плюс, будь то в минус. Но есть другой тип ордера, который используется чаще на споте, называется он стоп-лимит.
Это происходит тогда, когда инструмент достигает какого-то определенного ценового значения, и вот биржа выставляет именно лимитную заявку в стакан по лучшей цене, то есть там, где цена сейчас оказалась. Это может произойти как на самом уровне, да, то есть где-то здесь, так и как в данном примере цена может улететь так быстро, что биржа не успеет ее выставить здесь и выставляет ее, как правило, тут. То есть в этом случае, который я нарисовал, да, действительно мы берем вот этот откат после импульса в разъедание плотности. Но если даже плотность появилась где-то ниже, то здесь нужно уже ждать другого сетапа, да, то есть это формирование ретеста и пробой уже именно этого ретеста. Но сегодня не о пробоях, как вы поняли. Итак, давайте посмотрим, как это выглядит в стакане и на графике. Вот есть график и есть плотность, которую поджали после какого-то движения. Особо внимательные могли заметить, что в фондовом рынке, ну в частности в Мойксе, этот паттерн называется вытряхивание рынка. Это происходит, когда есть, допустим, нисходящее движение, есть какое-то лонговое движение. Чаще это утренний гэп, например, да, но на крипте утренних гэпов нет. Потом, да, идет какое-то коррекционное движение, которое часто обновляет свой минимум. И вот так вот эта сделка была отработана, то есть я зашел в разъедание этой крупной лимитной заявки и дотянул сделку практически до самого лоя. Правда, я здесь побоялся и вышел раньше времени, но это будет дальше в видео. Ну и вот такая ситуация, когда у нас стоит какая-то крупная лимитная заявка. В этой сделке я взял как пробой, да, так и откат. Но так как у нас видео про отскоки, здесь в качестве примера я все-таки привожу именно откат после этого импульса. Итак, примечание. Очень важно. Крупная лимитная заявка должна быть действительно большой, чтобы вызвать дисбаланс в стакане. Какие заявки мы ищем в скринере? Я использую скринер WinTrading, ссылка будет в описании. Этот скринер платный, но по моей ссылке вы получите скидку 30%. Но что если у нас нету вот этого импульсного движения, да, от которого мы можем взять откат, а плотность вставляется прямо в спред и как бы выдавливается? Такую технику мы называем торговлей от участника. То есть это тогда, когда появляется какой-то участник, который начинает цену выдавливать. Его объем также должен быть большим, и графическая часть здесь практически не работает или работает плохо. То есть да, мы график можем использовать, в том смысле то, что для определения потенциала, куда этот участник может выдавить эту цену, когда слетят стопы, отложки, там мы и закроемся. Но в целом сама по себе точка входа происходит вне графика. Она происходит, как правило, от этого самого участника, когда мы убедились в том, что он настоящий и действительно оказывает влияние на стакан. Выглядит это следующим образом. Появляется какой-то участник, мы его тестируем, он настоящий, мы понимаем, что он и дальше будет давить цену вниз, мы заходим от него и просто тянем это движение. Вот здесь он переставился снова. И выход я не записал, но там получилось так, что его просто начали разъедать. Я закрыл позицию и перевернулся и взял еще откатное движение от него. В общем, да, кажется, что ничего сложного в этом нет, но на самом деле есть определенные сложности и нюансы. Какие? Первая сложность — это определить плотность, то есть нужно ее найти, определить ее размер и посмотреть, влияет ли она как-то на стакан. Потому что некоторые плотности, которые кажутся большими, могут быть съедены за один принт. Также есть монеты, на которых регулярно работают алгоритмы, которые сжирают любые плотности, какие бы в стакане ни оказались. Поиск плотностей на разных биржах. Да, если вы только пришли и у вас нету, допустим, скринера какого-то продвинутого, то вы просто не найдете эти крупные лимитные заявки на других биржах. Я вам скажу более того, что нету скринеров, которые бы искали плотности на всех биржах. Все равно где-то есть какие-то нюансы. То есть один скринер ищет там, другой скринер ищет здесь. В общем, для того, чтобы искать эффективно плотности на разных биржах, тут нужно немножко заморочиться. Оценка фьючерсных плотностей. Да, не всегда плотности стоят на споте. Иногда, и даже не то, что иногда, а часто стоят плотности на фьючерсных инструментах. Но здесь тоже нужно правильно оценить эту плотность, насколько она влияет на стакан. То есть, есть ли спот, насколько он ликвидный, возможно ли так, что этот спот продавит эту фьючерсную плотность. В общем, тут нужно посмотреть и ответить на этот вопрос, то есть проанализировать эту фьючерсную плотность. Также стоит учитывать, что многие плотности в рынке являются не настоящими, то есть они подставляются, снимаются, передвигаются.
Кто-то их называет спуферами, кто-то маркетмейкерами, но это все разные вещи, да. То есть спуфер это одно, маркетмейкер другое, но все это крупные лимитные заявки, которые мы оторговать никак не можем. То есть новичок должен научиться отличать настоящую плотность от, ну, скажем так, не фейковой, но не настоящей, да, то есть ту, которую можно отработать. Следующее. Характер движения монеты или ее price action. Да, мы должны посмотреть на price action инструмента и понять, как он реагировал на эти плотности ранее. В этом нам поможет тепловая карта. Опять же, тепловая карта есть в скринере WinTrading. Также нужно учитывать время активности сессии. Если, допустим, сейчас у нас в межпериоде, то есть время где-то между азиатской и европейской сессией, то активность, волатильность в рынке падает, и даже самая маленькая плотность может показаться крупной. Но как только открывается европейская сессия, эта плотность уже перестает быть таковой. То есть также нужно учитывать контекст открытия сессий. Корреляция с другими биржами. Плотность стоит на единице, а Binance уже куда-то прострелил на 1,1. То есть фактически на 10% происходит раскорреляция. Такое тоже нужно учитывать и понимать, что да, инструменты раскоррелированы. Нужно правильно подбирать объем. Нужно много чего учитывать в этой ситуации. Поэтому это, наверное, самое сложное в торговле, когда мы используем агрегированные стаканы. Ну, точнее, даже не агрегированные стаканы, да, а стаканы всех бирж. Агрегированный стакан – это один стакан. Но мы используем все стаканы по отдельности. Я думаю, тут вы поняли меня. Ну и поиск ситуаций, потому что инструментов настолько много, что за всем не уследишь. И иногда приходится что-то пропускать, потому что ты не успеваешь отработать там 2 ситуации одновременно, 3 ситуации одновременно, или найти ту или иную ситуацию, которая не попадает в скринеры. Такое тоже бывает. И вот еще что нужно учитывать. Даже если стоит крупная лимитная заявка, это вовсе не факт, что от нее цена отскочит. Ее могут легко пробить и пойти какое-то хорошее движение вниз. То есть вы должны сразу понять, как вы будете торговать эту плотность на отскок или все-таки в пробой. У новичков часто всплывают с этим проблемы, они не могут понять именно этот контекст. Да, именно здесь у многих и возникают проблемы, потому что вроде бы все просто, да, стоит плотность, берем от нее отскок. В то же время существует много нюансов, которых вы просто можете не знать. Именно поэтому у нас есть чат Boosty, где мы торгуем с ребятами, я скидываю свои сетапы, мы что-то обговариваем, сразу определяем, как мы будем торговать эти плотности, вообще будем ли мы их торговать. В общем, там все, что нужно вам для того, чтобы стартануть. Здесь нужно понимать, что это не канал с сигналами или не замена твоей головы. Это скорее способ, чтобы как можно скорее набрать вот эту вот насмотренность и понять, где имеет смысл входить в ситуацию, а где нет, где лучше все-таки рассмотреть пробой, где отскок. В общем, все ссылки будут в описании на скринер WinTrading и на чат Boosty. Переходи и подписывайся. А теперь погнали смотреть сделки. Это сделка из примера, который я приводил на слайде. Плотность стоит на бирже OKX. Этой плотностью выдавливали цену, потом поджали. Ну и вот здесь я заходил в разъедание этой крупной лимитной заявки на откатное движение. Но здесь было не просто откатное движение, здесь была именно идея, которая произошло вытряхивание рынка. Ну и дальше я закрыл основную свою часть, оставил лишь только небольшую, для того, чтобы потянуть до обновления минимума. Но в какой-то момент я что-то засомневался, что минимум будет обновлен, и решил закрыть позицию перед ним, не дожидаясь выхода. Ну, на самом деле это оказалось зря, а инструмент все равно обновил этот лой. Следующая сделка по монете Night, также по бирже OKX стоит крупная лимитная заявка. Здесь Binance простреливал чуть-чуть ниже, чем эта крупная лимитная заявка стояла на бирже OKX, то есть была такая небольшая раскорреляция. Я старался набирать свою позицию именно на прострелах, то есть, как видите, я здесь набрался, но не полностью. Хотел я здесь зайти на 10 тысяч, но зашел на 5. Здесь я скидываю позицию частями и продолжаю удерживать ее до ближайшего экстремума сверху. Ну, в общем, для того, чтобы, скажем так, вытряхнуть всех шортистов. Но здесь происходит некий такой затуп, то есть импульс был, но дальше движение особо не развивалось, и я закрыл свою позицию полностью. Ну так это выглядело. Как видите, здесь есть сверху экстремумы, докуда я в принципе и тянул эту позицию. Следующая ситуация. Здесь же цена спустя какое-то время вернулась, по-моему, на следующий день.
Ну и тут все то же самое. Захожу, добираю, что-то сбрасываю, потом снова набираю. В общем, веду позицию внутри позиции. Дальше движение снова начинает развиваться. Ну, в общем, все так же, как и в первый раз. Единственное, что здесь удалось зайти несколько раз. Потом мы снова обновляем хаи, и здесь я закрываю свою позицию. Следующая ситуация по монете Суи. Суи это такой мастодонт, который часто очень любит двигаться за биткоином. Здесь я не только смотрел на саму монету, но и вообще за общей рыночной конъюнктурой. Да? То есть биток у нас припадал, на Суи подставили крупный объем. На тепловой карте эта монета очень хорошо реагировала на плотности. В общем, в принципе, здесь надо было просто заходить и не думать, и пытаться брать какое-то коррекционное движение. Да, можно сказать, что это движение было не совсем самостоятельным, но плотность, любая крупная лимитная заявка все равно делает инструмент самостоятельным в тот самый момент, когда мы бьемся в эту крупную лимитную заявку. Здесь я закрыл свою позицию всего лишь в 1%, потому что натор у монеты не самый большой. Следующая ситуация у нас по монете Dash. Монета очень хорошо выросла, по ней толкали цену на Binance 800 тысяч долларов, которые постоянно обновлялись. Но вот этот участник пропал, и на купоне появились две крупные лимитные заявки, которые он переставлял. Это я заметил по тепловой карте. Но дальше я от него зашел, и как видите, он переставляет эту заявку все ниже и ниже, до тех пор, пока ее просто в конечном итоге не разъели. Конечно, я хотел здесь дотянуть до минимумов, но этого не получилось, потому что заявку начали разъедать, и я здесь закрыл свою позицию полностью. Следующая ситуация произошла по монете BART. Честно говоря, мы торговали ее 4 раза в разные дни, но вот именно эту ситуацию мне удалось записать. Здесь, как видите, я выставляюсь ниже на прострел, пытаюсь набраться, но пока что инструмент стоит и особо не дает возможности. Но потом он, по-моему, все-таки прострелил. Нет, здесь он не прострелил. Пошло какое-то движение. В общем, меня здесь толком не набрало. Но, опять же, как я и говорил ранее, эту ситуацию мы отторговывали раза 4. И все эти 4 раза меня набирало кое-как. Только один раз меня набрало на полный объем. Ну, суть дела не меняет. Я думаю, общий смысл вам понятен. Следующая ситуация по монете Brave. Мы ее также собирали на протяжении, наверное, 2 недель. Там появлялся участник, то 700, то с 800 тысячами долларов. То в покупку, то в продажу. То он давал отскоки, то его разъедали. Ну, в общем, это такая тема, которую надо было просто сидеть, собирать. Здесь я зашел от него на 10 тысяч долларов, но что-то меня здесь смутило, и я начал скидывать позицию раньше, то есть его начали как бы активно разъедать, но в принципе я понимал, что она скорее всего удержит эта заявка и будет какой-то отстрел, но что-то я здесь замешкался. В общем, ситуация была довольно потная, сколько забрал, столько забрал. В общем, забрал как забрал, и сделка была закрыта в плюс, хотя, наверное, не стоило сильно переживать. Вот так выглядит торговля от плотностей. Важно понимать, что сама по себе эта стратегия – это только часть успеха. Куда важнее насмотренность, дисциплина и практика. Именно поэтому я приглашаю тебя в наш закрытый чат Boosty, где мы с ребятами торгуем все эти ситуации и не только. Там есть и пробои, и отскоки, и торговля от участников, и другие рыночные неэффективности. Если хочешь быстрее перейти к результату, ссылка на Boosty будет в описании. А на сегодня у меня все. Если вам понравился этот ролик, поставьте ему лайк, ну или не снимайте тот лайк, который вы поставили ранее. Подпишитесь на канал, напишите какой-нибудь комментарий, а мы с вами увидимся в следующих роликах. Пока.